Итак, я закончила работу в мастерской над изготовлением корпуса колонок, и сейчас я перехожу к сборке схемы. Вообще-то для меня это не очень близко, потому что в обычной жизни я архитектор, и я проектирую дома и здания. Кстати, недавно в одном из видео на YouTube я увидела реализованный дом по моему проекту. Он был построен по очень необычной технологии из морских контейнеров. И оказалось, что это мой заказчик открыл свой канал, который называется «Стройхлам». На нем он рассказывает об интересных технологиях, всю правду о домах из бруса, газобетона, кирпича. У него достаточно альтернативная и очень интересная позиция по всем этим технологиям. Всем рекомендую посмотреть этот канал. Ссылку я оставлю в описании. Для этого проекта у меня подготовлен усилитель Bluetooth адаптером, микросхема для заряда, 2 аккумулятора, транзисторы и резисторы, кнопка включения, провода, светодиодная лента и адаптер для нее. И самое важное, 2 колонки по 10 Вт. Я не буду подробно останавливаться на каждом действии, а схему подключения вы увидите на экране.
Схема готова, она работает, но есть один недостаток. Оказалось, что плата заряда не поддерживает зарядку двух последовательно подключенных аккумуляторов. Поэтому придется заряжать ее от двух разных источников питания одновременно. Остается все это установить в корпус и проверить звучание. Проверим его в действии. Получилась вот такая вот колонка. Она соединяется по Bluetooth с любым плеером. Например, можно подсоединиться к телефону. Мощность усилителя тут 10 Вт. Это достаточно для комфортного прослушивания дома, в комнате. Но также благодаря тому, что в схеме присутствуют аккумуляторы, ее можно взять с собой на природу, на пикник. И также есть гнездо для заряда от сети. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И всем пока!